Саш, а скажи, вот как достигать своих целей максимально эффективным образом? Или как исполнять свои желания, достигать свои мечты, реализовывать их? Здесь есть небольшое противоречие, потому что понятие эффективности, понятие мечты, они немножко лежат в разных плоскостях. Потому что в одном случае мы говорим о... Да и цель, в принципе, тоже. Мы говорим о неких внутренних велениях нашего «я», да, нашей сущности, которые подразумевают некие глубинные желания и задачи, которые мы имеем на эту жизнь. Да? А когда мы говорим об эффективности, мы вносим сюда такой небольшой потребительский характер, потому что мы думаем, что если мы чего-то достигнем быстрее, да, или с меньшим количеством усилий, с меньшим количеством затраченных усилий, то у нас тогда будет либо время еще что-то заполучить, либо мы в целом больше сохраним каких-то... Тайм-менеджмент. Да, какой-то тайм-менеджмент. Другое дело, что и то, и другое не особо вяжется между собой, потому что это логики разных уровней. Когда мы говорим о достижении цели, не в примитивном ее понимании, а в понимании более глубинном, да, когда мы говорим о следовании своей мечте, когда мы говорим о жизненных задачах, которые вызывают у нас вот страсть, азарт, желание, то в этом случае мы говорим о процессах, а не о результатах. И результаты становятся составной частью процесса, а не процесс составной частью результата. И именно тогда мы начинаем думать о том, что как мы можем не то что максимально эффективно достигать своих целей и не максимально эффективно идти к своей мечте, а как мы можем делать это так, чтобы мы испытывали максимальную отдачу в самом процессе. Когда мы говорим об эффективности, мы несем в себе логику, это логика другого уровня, это логика выживания. Подразумевается, что мы либо должны сохранить свои силы, да, это вообще логика сохранения сил, или там в одно из выражений лень, да, это эволюционный механизм, да, который заставляет нас аккумулировать в себе энергию. Строить лифты, да, придумывать краны и так далее. Да, с одной стороны. С другой стороны, он просто нужен для выживания. Если мы будем сильно уставать, нас может съесть дикий зверь, например, условно. И эти логики, их нельзя помещать на один уровень. Они имеют право на существование, но они должны оставаться на разных уровнях. Поэтому, когда мы говорим о достижении целей, первое, что нам нужно, и о следовании своей мечте, то первое, о чем мы должны задуматься о том, какой же процесс, какое же занятие, какое же действие, какой же момент, какая же обстановка, какое ощущение внутри дает нам самое максимальное упоение жизнью. Какая суть и квинтэссенция нашей деятельности может дать нам ощущение «я на своем месте», «я то, кем я на самом деле являюсь в этом процессе». И, разумеется, самый простой ответ на это ответ, который мы с тобой уже обсуждали. Это тогда, когда я живу в соответствии с самим собой и, соответственно, моей целью, моим процессом и моим результатом является каждый мой прожитый день. Если мы говорим о неком свершении, о неком таланте, о неком творчестве, о неком приложении себя и приложении своей уникальности к окружающему миру, да, то в этом самом моменте нам нужна точно такая же логика. Мы должны задумываться о том, что будет, какое действие будет обладать для нас самой высокой энергетической емкостью в плане получения эмоциональной отдачи в процессе, а не в результате. В таком случае мы будем обладать подпиткой энергетической всегда, в отличие от результативного мышления, когда мы получаем неудовлетворение на весь процесс, а потом мы достигаем результата. Результат за несколько дней становится нашим базисом, то есть мы, допустим, заработали какое-то количество денег, эти деньги стали для нас нормой, и мы перестаем получать это удовлетворение. Потом мы ставим новую цель, мы опять в негативе находимся. И качество нашей жизни, вот если сделать развертку, представляет собой 2-3 момента в жизни, когда мы чувствуем себя хорошо, и все остальное время, когда мы чувствуем себя плохо. То есть это точка достижения цели. Да. Более того, после того, как цель достигнута, она сразу перестает удовлетворять. А в противной логике, о которой я говорю, она ведет к логике качества жизни. Это то, как мы можем двигаться по жизни так, чтобы даже преломляя себя по отношению к внешнему миру, что на самом деле не обязательно важно и не так уж и нужно. Допустим, что значит преломление? Приложение себя. Например, восточные учения и восточный подход к жизни, он вообще говорит о том, что суть жизни в ее проживании, а не в достижениях. Западный, конечно, говорит больше о достижениях, чем о проживании. То есть западный человек, если он ничего не делает, он не ценен.
Восточный человек, если он ничего не делает, он может соединиться с самим собой, и он будет достигать более высокой ценности. Потому что он как бы априори ценен, а когда он это в себе раскрывает, он еще более высоко ценится. Ни один из этих подходов не является 100% правильным, но если мы их синтезируем, мы начинаем видеть, что потому что восточный подход не позволяет планете развиваться, а западный подход не позволяет планете получать удовольствие. Когда мы соединяем эти подходы и делаем каждое наше дело, каждое наше применение наших талантов, способностей, интереса, нашей страсти к реальному миру, когда мы ищем в этом процесс, когда мы ищем в этом то, что доставляет удовольствие в сейчас, вот именно тогда мы получаем доступ к безграничному потоку энергии для того, чтобы могли двигаться дальше. В чем суть? Наша бессознательная очень крутая вещь. Оно сделано таким образом, что если мы понимаем реальную выгоду в сейчас, то оно дает нам энергию. Если эта выгода где-то там нарисована, то энергию не дает. Именно поэтому мы загораемся, а потом энергия падает, и мы не достигаем большинства своих целей. Но если уже последним рубежом и удовольствие, и результата будет сегодняшний момент, сегодняшний день, тогда у нас будет всегда достаточно энергии. Я сейчас не беру метафизический аспект, потому что с точки зрения метафизики, да, и с точки зрения более глубинных духовных процессов, тот естественный поток, который есть внутри нас, да, то естественное божественное откровение, то естественное выражение нашей подлинной сущности, оно в целом не может быть результативное. Мы есть то, что мы есть. У нас на другой стороне завесы нет времени. Да? Там нету необходимости что-то достигать. Там есть все прямо в сейчас. И единственная духовная логика – это проживание с полным удовольствием, с полным счастьем текущего момента. Но так как мы на Земле существа развивающиеся, находимся в позиции времени, да, и в условиях временной реальности, то здесь для нас необходимо комбинировать эти подходы. Здесь нам нужно научиться, действуя пошагово, каждое из этих действий делать в согласии с самим собой.